Всех приветствую, всех рад видеть на канале. Меня зовут Егор. Я маленечко простыл, а точнее маленечко не долечился, поэтому говорю вот таким голосом. Сейчас вам маленечко вкратце расскажу, что произошло уже за кадром. Ну и со своим голосом я буду сегодня включаться пореже. Заехали мы сегодня, точнее заехали мы уже вчера ночью компанией Валерик, Ромик и я. Вот, заехали мы поздно, заехали мы сразу с работы, и поэтому уже вчера ничего не снимали. Истопили печку, нагнали тепло в избушке и легли спать. Сегодня у нас простые такие таежные бытовые дела, ничего сверхъестественного. Привез я с собой снегоуборщик, будем уже готовить нашу полянку под сезон. Пока есть возможность, пока мы втроем сделаем это, ну и будем уже отдыхать. Вечером будет обязательно банька. Хочу сегодня погреться. Надеюсь, я прогреюсь, может быть и попарюсь. И с утречка уже буду как новенький. Холодное февральское утро. Солнце начинает пробиваться сквозь макушки лип. Мы пробуждаемся и начинаем готовить себе завтрак. Всем привет! Всем привет. Как говорится, завтрак съеден, кофе выпит. Выходим на утреннюю зарядку. Нам необходимо освободить от снега места, где будут вскоре стоять пчелы. Ну что, приступаем. Вот мы и закончили с Романом Алексеевичем. Вдвоем убрали снег. Вот у нас теперь под улья свободно все. Вот 3 ряда у нас. Абсолютно везде снег убран. Снега в этом году поменьше, чем в прошлом. В прошлом году мы, кстати говоря, занимались этим процессом довольно-таки поздно. Снег тогда уже был сырым. И его было очень много. В этот раз получилось все намного быстрее. Снега поменьше и снег зернистый. Снег хорошо кидается. И все буквально где-то часик работы, в принципе. И все убрано. Понятно, что снега еще выпадет. У нас конец февраля. Еще впереди 2 месяца. И вполне возможно, снега-то еще и насыпет. Ну а в остальном, конечно, это уже дело времени. Весной, когда уже начнет выходить солнце весеннее, яркое, рассыплю золы здесь, везде. И снегом, и солнцем подтопит это все. Полянка у нас оживает еще чуть-чуть, и пчелок будем доставать. Еще немножечко прожить, и начнется у нас опять все хлопоты. Вот, беседкой уже буду заниматься весной, где-нибудь ближе к маю, когда снег сойдет. Тогда уже буду. Сейчас не хочу заниматься этим. Надо будет еще, кстати, тащить провод. Хоть и провод мы протащили осенью с Алексеем, если помните.
надо еще будет один провод тащить. Тащить его надо будет на прожектор. А этот провод, он будет питать беседку, там будет освещение. В следующий раз приеду переделывать вот эту всю систему. Буду ставить новую распредкоробку. Будет у меня тумблеров больше. Это будет у меня освещение. Это будет баня, это будет беседка. И там еще что-то я придумал. В общем, станет чуть ли не в 2 раза больше вот таких выключателей. И у нас здесь все будет централизовано. Хочу еще в избушке делать освещение хорошее. Валерик у нас тут готовит тушенку. В автоклаве будут сегодня готовить. Это у тебя 8 баночек, да, будет? Ну, 9 может. Ага, это у тебя говядина? Ну. Все понятно. Все мы занимаемся делами. Просто так не сидим. Сидели вчера вот просто так. После работы отдыхали. Там уже сил никаких не было. А так всегда, конечно, здесь на заимке чем-нибудь да занимаемся. Попусту не сидим. Вот. Полянка уже готовится к приему пчел. Сейчас будем делать тушенку здесь. Как бы после охоты придем. Можно будет макарошки, гречку с тушенкой сделать, приготовить. Все это очень быстро. У нас получается 4 банки говядины и 5 банок свинины. Все, сейчас заложим автоклав и поставим на плиту. После такого автоклава тушенка хранится 2-3 года. Ну, как я знаю, у людей она хранится не больше полгода, потому что она потом съедается. Все, законтарили 9 банок. Сейчас будем погружать в автоклав и ставить на огонь. Это у тебя скольки-литровая баночка? Это банки у меня 0,64. Ну, мясо здесь полкило. Дело дошло до шашлычка. Нанизываем и будем жарить. Вчера ночью замариновали. Сегодня будем готовить. Пахнет как. Маринад простой. Перец черный, лук, соус. Ну, кетчуп, можно сказать, для шашлыка. И минералки немного. Побольше.
Пойдем. Все, тушенку оставляем до утра. Она остынет до комнатной температуры и будем доставать. Сколько там сейчас? Я сейчас только поставил 37, 40. Наверное, 80 точно есть. Где вода-то вообще горячая. Да. Что я сейчас потом по одной, да, получается, беру? Ты все закончил? Да. Все, ты выбрал. Теперь я остался. О, камни как. Металл. Один камень минус. А, все хорош. Да. Да, не надо больше. Это большая. Просили баню как-то заснять, вот снимаем баню вам. О, Баня небольшая. но 2 на 3. будь здоров. Печка тут нормально стоит. Банька действительно маленькая, но удаленькая. Жару в ней, что аж двери открываются. Посидели, погрелись, вымылись и как новые. А теперь идем спать. На, заходи. Как вода стекает до последнего камушка. С легким паром всех. Это что-то нечто. Мне прям голос прозрел. Банька супер. Погода-то поменялась. Вчера еще было тихо, сегодня уже ветер. Меняется погода. Морозы сменяются опять теплом походу. Самочувствие сегодня у меня намного лучше, чем вчера. Все-таки банька сделала дело. Вчера ходил вялый, была усталость, а сегодня прям бодр. В первую ночь, когда заезжали, в избе было тепло на протяжении всей ночи, и еще полдня мы печь не топили, а сегодня у нас вот погода поменялась, поменялся ветер, появился ветер, и, видать, избушку ветром, не знаю, продувает или что, но сегодня у нас попрохладнее к утру в избе стало. Ну, в целом-то терпимо. Вчера не было ветра, сегодня ветер появился, и вот, да, в избушке сразу меняется климат. Навел красоту в бане. Потом мы вчера пошли в баню, у нас тут беспорядок. Последний раз, когда ходили, не убрали за собой. Веник растермошенный везде по углам. Вот сейчас прибрался. И в следующий раз будет чистенько, уютненько. Банька у нас. Вот так вот. Нравится мне эта каменка. Можно еще будет потом продолжить. Поливаю сверху водичку горячую, она, испаряясь, вот доходит до сюда. Даже если она не испарится здесь, она обязательно испарится тут. Хорошая каменка, прикольная. Мишка здесь, конечно, антуражу тоже придает. И запаха. Это из спила можжевельника. Вот такая банька маленькая.
2,5 на 3, по-моему, внутренние размеры. Вполне хватает. Печка здесь прямо с запасом. Даже, я бы сказал, излишняя мощность этой печки. Хорошая банька. Еще люк надо будет сделать. Когда-то уже 2 года как ходим в баню, если не 3. И все без крышки. Надо будет крышку сделать. Пчелам я дал канди. Некоторые семьи уже находятся на крайних рамках, поэтому всем дал канди и до весны должны дотянуть. Надо будет в следующий раз зайти, поглядеть, берут ли канди. Ну там как, если кормов становится меньше, канди они берут, а если корма еще есть, то канди не трогают. Это уже был такой опыт, когда даешь канди, а канди они даже и не ели. Вот. Ветрище сегодня прям вообще. Вчера более-менее было так, хоть и морозно, но без ветра. Сегодня ветер и вообще леденящий такой, бодрящий ветерок. По поводу беседки. Беседкой уже буду заниматься, когда станет тепло. Где-нибудь начиная с мая месяца. Как раз там начинается пчеловодный сезон. Буду находиться здесь и буду постепенно делать беседку. Здесь нужно еще сделать освещение. Нужно сделать небольшую ступеньку. Балясины покрасить. В общем-то, работы еще есть тут. Можно еще беседку усовершенствовать. Так что буду уже заниматься в теплое время года. Вот. Надеюсь, ролик какой-нибудь получился. У нас, как это у рыбаков называют, глухозимье. Снимать-то особо нечего. Получается только один быт. Ждем теплую погоду, и уже там будет поинтереснее что-нибудь строить, пилить. Ну а пока быт. Так что кому понравилось, можете написать что-нибудь в комментариях. Ну вот. Такая бытовая таежная жизнь. Валерик в автоклаве наготовил стратегического запаса. Это вот свининка, видно жирная, и говядина. Прикольно, мне, кстати, очень понравилось. Мясо фасуешь по банкам, закручиваешь в автоклав и, по сути, сколько? Сутки где-то, да? Ну, 8 часов. 8 часов. Еще столько же остывает, да, примерно? Не, готовится. Полностью от и до, да? Готовится 50 минут, остывает 8 часов. Прикольно, вот наготовить таких можно брать с собой на охоту в рюкзак. За милое дело. Натурпродукт, можно сказать. Сделали тушенку, оставляем в избушке 2 баночки. Пробовали одну, вообще получилось хорошо. Весь процесс вы можете посмотреть у Валерика на канале. Ссылки я оставлю где-нибудь в описании под роликом. Где-нибудь найдете, я думаю, не потеряете эту ссылку. Посмотрите, как Валерик тушенку готовил. Ну, выглядит прям аппетитно, с жирком. Попробуем, оставим здесь в избушке. Мы готовы выезжать. Всех благодарю за просмотр этого видео. Увидимся с вами в следующем ролике. Жду вас в телеграм-канале. Пока-пока. Всем пока.